Всем привет! В этом видео расскажу о помидорах, об их пользе и вреде для нашего организма. Вы узнаете и о том, кому вообще противопоказаны эти плоды. Поэтому досмотрите это видео, до конца будет много интересной и полезной информации. Для употребления в пищу помидоры выращивали еще ацтеки в Мексике. Оттуда в начале XVI века растения привезли в Испанию, потом в Италию, Северную Африку и на Ближний Восток. А к концу XVI века помидор добрался до Европы. Название растения томат заимствовано от ацтекского слова томатль со значением «крупные ягоды». Позже итальянцы дали ему другое название помудору, что в переводе означает «золотое яблоко». Существует большое разнообразие цветов, форм и размеров томатов, кроме привычных красных помидоров. Существуют еще и желтые, оранжевые, розовые, лиловые, бурые, белые, зеленые и даже полосатые. Не все помидоры круглые, существуют плоские, сливовидные и грушевидные. Они бывают крошечными, а бывает и великанами, размером с мужской кулак. Польза помидоров для организма человека. Помидоры считаются универсальным продуктом благодаря своему сбалансированному составу. В них много витаминов и минералов, но мало углеводов. Поэтому специалисты рекомендуют томаты при многих диетах и как часть здорового питания. В томатах содержатся витамины А, С и К, также группы В, фолиевая кислота и тиамин. Один плод способен обеспечить примерно 40% суточной потребности в витамине С. Также помидоры – богатый источник микроэлементов – железа, калия, марганца, магния, фосфора и меди. Помидоры содержат ликопин, мощный антиоксидант, защищающий организм от свободных радикалов, а значит, предотвращающий развитие рака. Кстати, красным цветом помидор обязан именно ликопину. Исследования ученых подтверждают. Это прекрасное действие ликопина при катаракте и дистрофии сетчатки. Это заболевания, при которых гибнут нервные клетки в сетчатке глаза. Если съедать несколько помидоров в день, то можно получить необходимую дозу ликопина. Лучше отдать предпочтение красным помидорам, в них этого вещества содержится больше. Хорошо также употреблять эти плоды после термической обработки. В этом случае ликопин не только не разрушается, но даже лучше усваивается организмом. Органические кислоты и клетчатка в составе томатов хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт, способствуют выработке ферментов и избавляют организм человека от застоявшейся желчи. Клетчатка корректирует уровень холестерина, поддерживает оптимальную микрофлору кишечника и помогает ему бороться с воспалениями на работу сердца. Положительно влияет калий, которого в томатах достаточно. Калий участвует также в обмене жиров, отвечает за здоровье нервной системы и мышц. Витамин А помогает росту клеток, укрепляет иммунную систему и незаменим для глаз, потому что защищает их от переутомления и возрастных изменений. А еще он необходим для роста новых клеток и для синтеза белков. Фосфор в составе томатов выступает в качестве отличного регулятора обмена веществ в организме. Этот микроэлемент участвует в образовании костной ткани. Передача нервных импульсов способствует усвоению витаминов. Магний благотворно влияет на рост костей, работу сердца и нервной системы. Помогает понизить уровень сахара в крови, устраняет судороги. Кальций жизненно необходим нашим костям и зубам, играет большую роль в регуляции артериального давления и свертывания крови, содержащийся в помидорах цинк. Нам нужен для роста волос и заживления ран. А без железа невозможны многие важнейшие процессы нашего организма, например, энергетический обмен и рост тканей. Помидоры являются прекрасными антидепрессантами, так как содержат серотонин, гормон радости. А еще в этих плодах есть тиамин, который превращается в серотонин уже в организме человека. Так что если у вас плохое настроение, съешьте помидор, и оно улучшится.
Помидоры на 93-95% состоят из воды и по этой причине способствуют правильной гидратации, увлажнению организма, а это, в свою очередь, помогает нашим суставам оставаться в рабочем состоянии. Полифенолы в составе томатов снижают риск возникновения болезней сердца, сосудов и онкологии. Витамин С – прекрасный антиоксидант, который укрепляет иммунную систему, ускоряет заживление ран, важен при синтезе коллагена и гормонов. Витамин С также помогает организму усваивать инсулин и глюкозу, а значит, помидоры полезны при диабете. Томатный сок полезен для нормализации артериального давления, но только не в соленом виде. Следующим пунктом будет вред и противопоказания помидоров. В помидорах может содержаться соланин-токсин, способный вызывать болезни желудка, головную боль, тошноту и рвоту. Соланин также может серьезно навредить суставам, так как вызывает их воспаление. Небольшое количество этого токсина не вызывает отравления, но накапливаясь в организме. Это вещество может вызывать отложение солей в хрящевой ткани суставов. По словам экспертов, соланин разрушается при термической обработке, но не до конца полностью он разрушается, лишь при температуре 250 градусов. Солонин содержится в зеленых частях томатов, стеблях, листьях. По этой причине в зеленых помидорах его больше, чем в спелых. А значит, лучше выбирать зрелые плоды. Свести к минимуму или даже совсем исключить из своего меню помидоры рекомендуется людям, страдающим заболеваниями почек. Также при таких болезнях желудочно-кишечного тракта, подагра, язва, гастрит с повышенной кислотностью желудка. При гастрите с пониженной кислотностью желудка томаты, наоборот, рекомендованы. С осторожностью употреблять помидоры следует и аллергикам, так как они содержат гистамин. При этом особенно опасными могут быть помидоры красного цвета, потому что они содержат большое количество аллергенов. Аллергия может проявляться в виде кожной сыпи, отеков. Ранее считалось, что щавелевая кислота, содержащаяся в томатах, отрицательно влияет на солевой обмен. Оксалаты или соли и эфиры. Щавелевой кислоты могут способствовать образованию камней в почках. Стоит напомнить, что соединение щавелевой кислоты препятствует выводу солей из организма, а потому могут вызывать еще и подагру. По этой причине употребление помидоров ограничивали. Но есть хорошая новость. В настоящее время установлено, что в томатах содержится щавелевая кислота в таких небольших количествах, что даже страдающие нарушением солевого обмена могут есть помидоры без опасений. При гипертонии и нарушении работы сердца следует исключить из меню и консервированные помидоры. Специалисты в области питания не рекомендуют сочетать помидоры с бобами, потому что эти продукты имеют разную скорость переваривания. Идеально сочетаются помидоры с зеленью, сыром и другими овощами. Помидоры лучше не есть на ночь, так как заснуть будет сложно. Дело в том, что в этих плодах содержится вещество, активизирующее работу мозга. На этом закончим ролик. На канале можете найти много интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и способах их лечения. Поэтому прошу не забыть подписаться на канал и нажать на колокольчик. Еще буду благодарен, если поставите лайк и поделитесь роликом с родными и близкими. С вами был канал «Полезные советы». До новых встреч!